Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку всемирно известный венский бисквит. И здесь я с вами поделюсь идеальным, просто стопроцентно рабочим рецептом, чтобы бисквит у вас сразу с первого раза получился вот таким пышным, идеально ровным со всех сторон и с боковинок тоже, потому что этот бисквит очень часто используется именно для открытых тортов. Многие из вас уже знают, что я очень много лет уже живу в Германии, на самом юге Германии, на границе с Австрией, можно сказать. И здесь, в немецкоязычном пространстве, в Европе, венский бисквит – это, можно сказать, наиболее часто используемый бисквит вообще в тортах. Это венский бисквит. И я, конечно, здесь на моем канале в силу моего местонахождения стараюсь делиться здесь с вами немецкими, австрийскими рецептами, так сказать, из первоисточника. Потому что я живу просто территориально среди реалий этих немецкоязычных рецептов. Конечно же, пеку по ним, знаю их все прекрасно и делюсь здесь с вами. Здесь я вам покажу уже отработанный рецепт с идеальными граммовками, чтобы он у вас сразу получился, этот бисквит. Бисквит этот нежнейший на вкус. Это что-то, нечто среднее между вкусом классического бисквита и бисквита женуаз получается. Он не такой масляный, как женуаз, но и не такой простой во вкусе, как классический бисквит. Венский бисквит, я считаю, нужно знать, нужно уметь его готовить, и я думаю, что вам очень понравится именно он по вкусу. Покажу все подробные нюансы, вот такой пышный он получается, идеально нарезается. Сначала я смешаю все сухие ингредиенты. 200 грамм муки, 40 грамм кукурузного крахмала и половину чайной ложки без горки разрыхлителя. Не больше, пожалуйста, разрыхлителя. Все перемешиваю и просто отставлю в сторону. По традиции для венского бисквита яичная масса нагревается. Для нагревания массы вы можете использовать любую удобную вам посуду. Я беру стеклянную миску. 6 яиц среднего размера, общая масса яиц 300 грамм. Добавляю туда небольшую щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара и 240 грамм сахара. Все это я перемешиваю до однородности, сахар не растворится. И иду сейчас нагревать всю эту массу на паровой бане до достижения температуры 40 градусов Цельсия. При непрерывном помешивании у меня это заняло примерно 3,5 минуты. Дно миски ни в коем случае не должно касаться горячей воды. Если у вас нет градусника, ориентируйтесь просто на температуру тела. Масса должна быть чуть-чуть теплее, чем температура тела. И сахар, естественно, к этому времени уже полностью растворится в массе. 40 градусов достигнуто. Сразу же снимаю миску с паровой бани, и я начинаю сразу же, ничего не жду, взбивать массу. И взбиваю сейчас всю эту яичную смесь моим маломощным миксером 300 Вт ровно 8 минут. До такого состояния, чтобы масса уже стала пышной и держала уже рельеф. Возможно, в вашем миксере понадобится чуть больше или чуть меньше времени. Если у вас планетарный миксер, вы можете в удобной вам посуде прогреть яичную массу с сахаром, перелить ее потом в дежу миксера и также спокойно взбивать в своей привычной деже миксера. И это все без проблем. Вот так рельефно должна стекать уже масса и держать этот рельеф. Сейчас я в 3 приема просеиваю все сухие ингредиенты, которые мы подготовили ранее. Перемешиваю круговыми движениями венчиком. Можно лопаткой перемешивать, но венчиком удобнее. Духовка у меня уже заранее обязательно разогрета на 175 градусов Цельсия. Здесь я сразу вам скажу про форму, потому что потом не хватит времени в процессе видео, но это очень-очень важно здесь для этого бисквита. Выпекать я этот бисквит буду в кондитерском кольце без дна, застелю его фольгой. Если же у вас форма с дном, обязательно нужно смотреть по диаметру. Я буду выпекать в диаметре 22 сантиметра. Вот на 6 яиц этой массы хватит. Это в форме без дна. Если у вас обычная покупная форма с дном, следует брать форму тогда 24, а может быть даже и 26 сантиметров в диаметре. Потому что формы с дном, как правило, мельче, чем они заявлены при покупке от производителя. Последнее введение сухих ингредиентов я намеренно не промешиваю до конца, чтобы сохранить еще массу более такой воздушной. Она сейчас у нас полностью разойдется при введении сливочного масла. Я вливаю сейчас туда 60 грамм растопленного сливочного масла комнатной температуры, ни в коем случае не горячего. И аккуратно также бережно перемешиваю. Перемешивается с маслом эта масса очень быстро. И как вы видите, даже после введения сливочного масла масса у нас не осела.
Прохожусь обязательно под конец лопаткой, чтобы все собрать со стеночек, чтобы все промешалось у нас. Как я уже сказала, форма у меня здесь 22 сантиметра в диаметре, кондитерское кольцо без дна. Матовой стороной фольги застилаю кверху. Выливаю сейчас туда всю массу. Буду выпекать при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на среднем уровне на режиме верх-низ без конвекции. В моей духовке 45 минут. Первые 40 минут я духовку не открываю. Это очень важно. Серединка у вас поднимется такой небольшой шапочкой, и когда бисквит уже будет практически готов, вот эта шапочка начнет опускаться у вас. И когда мы его уже проверяем деревянной шпажкой, шапочка уже будет практически ровная. Это еще один из признаков, что бисквит уже практически готов. Помимо того, что по времени ориентируемся, конечно, после 40 минут начинаем уже проверять деревянной шпажкой. Итак, убираю сейчас бисквит выпекаться. Итак, бисквит еще очень горячий, он у меня испекся спустя 45 минут, это в моей духовке, шпажка выходит абсолютно сухая и чистая. Сейчас в очень горячем виде, чтобы сохранить стеночки бисквита, я буквально верхушечку прохожусь очень тонким ножом, чтобы она не повредилась. Как только я могу дотрагиваться до формы, бисквит еще очень горячий. Также тонким ножом я прохожусь по стеночкам формы, чтобы отделить бисквит от формы. Переворачиваю на решетку. Снимаю фольгу с донышка. Снимаю сейчас кондитерское кольцо. Все это я делаю в очень горячем виде, чтобы показать вам, как в венском бисквите, с которым потом в последующем очень часто делаются именно открытые фруктовые, ягодные, свадебные торты, чтобы сохранить вот эти вот боковинки в идеальном состоянии. Вот так бережно снимаю форму и сейчас даю бисквиту остыть на решетке дном вверх, вот в таком состоянии, до комнатной температуры. Обернула бисквит одноразовым бумажным полотенцем, намочила полотенце в кипяченой воде, отжала его и обернула бисквит. Дала ему остыть до комнатной температуры, чтобы бортики у нас не высохли, не сжались. Когда бисквит полностью остыл до комнатной температуры, вы можете его также потом в холодильнике хранить дном вверх. Но я вам покажу, насколько он идеальный, этот бисквит. Переверну его дном вниз, чтобы вы посмотрели, что шапочка не просядет, что идеально ровным он у нас останется, и верхушечка, и боковинки. Почему я так пристально здесь в этом бисквите заостряю внимание именно на боковинках, чтобы они сохранились? Потому что очень часто летние ягодные фруктовые торты собираются с венским бисквитом в открытом виде, то есть боковинки торта ничем не покрываются. Также этот бисквит часто используется для свадебных тортов. Он прекрасно держит форму. Он именно такой воздушный, очень легкий, и в то же время очень благородный во вкусе, благодаря добавлению сливочного масла. Крахмал здесь дополнительную влагу придает бисквиту. Все здесь очень сбалансировано. Вот померяю вам линейкой. 7 сантиметров в высоту у нас получился бисквит, 22 сантиметра разъемное кольцо, высота формы 8,5 сантиметров. В пакете убираю его на 3 часа в холодильник, чтобы он идеально вообще нарезался. Можно, в принципе, и сразу нарезать, но лучше в холодильник убирать. Достала сейчас спустя 3 часа бисквит из холодильника. Он идеально уже стабилизировался. Верхушечка абсолютно никак не видоизменилась, она не просела. Бисквит уже упругий, 7 сантиметров, как я вам и сказала, он в высоту. Нарезаю его кондитерской струной, вы можете ножом его нарезать, как вам нравится. Я по обыкновению нарезаю кондитерской струной, это очень удобно, это очень быстро и всегда все получается. Вот такой у него разрез. Бисквит этот нарезается практически без крошек. В нем в разы меньше крошек, чем при нарезании классического бисквита. Этот бисквит можно прекрасно хранить пару дней в холодильнике, завернув его в пищевую пленку. И также его на пару недель можно замораживать. Но плотно, герметично его нужно упаковывать, чтобы в морозилке он не впитал в себя другие запахи. Я разрезаю сейчас бисквит на 4 коржа. Шапочку я тоже срежу. То есть получается бисквит очень воздушный, очень благородный во вкусе. Он не такой масляный, как бисквит Genoise на вкус, более нейтральный, более сдержанный.
Он не доминирует во вкусе в тортах, идеально просто подходит ко всем фруктовым и ягодным тортам, да и не только. Можно с очень разными его начинками собирать. Вот такой воздушный получается бисквит, несмотря на то, что он так идеально нарезался. Если вы его будете взбивать в планетарном миксере, у вас вот этих вот пузырьков будет меньше. Я очень советую его готовить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.